Россияне стали массово возвращать китайские машины дилерам. Цифра возвращенных машин близится к 50% от проданного количества. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на наш канал, поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Сейчас становится все очевиднее, что интерес российских автолюбителей к автомобилям из Китая постепенно угасает. Количество новых автомобилей, которые покупатели возвращают обратно в автосалоны, стремительно приближается к половине от общего объема реализованных машин. И эта информация вовсе не домыслы, а официальные данные, представленные Анной Бояршиновой, возглавляющей автохолдинг «Вера», базирующийся в Перми. По ее словам, часть клиентов, воспользовавшись ситуацией, увидели в автомобильных дилерах нечто большее, чем просто продавцов, а скорее способ извлечения личной выгоды из чужих трудностей. Люди мстят. В обществе формируется негативное отношение к китайскому автопрому, а компании, торгующие такими автомобилями, начинают восприниматься как временные игроки, которых считают вчерашними богачами. На фоне этой тенденции все чаще появляются случаи возврата автомобилей, сопровождаемые громкими заявлениями о потенциальном ущербе репутации компании. Некоторые покупатели даже готовы отказаться от претензий в обмен на щедрой компенсации. Анна Бояршинова утверждает, что с откровенно недобросовестными клиентами Вера вынуждена разбираться через суд. Однако большинство спорных ситуаций компания предпочитает решать в досудебном порядке, поскольку количество машин с производственным браком действительно высоко, но подход к каждому случаю индивидуален. Она подчеркивает, что число возвратов в последнее время увеличилось в разы, что свидетельствует о системной проблеме. Первые тревожные сигналы, связанные с китайскими автомобилями, начали появляться еще в начале прошлого года. Тогда в дилерских центрах наблюдался ажиотажный спрос. Покупатели стремились приобрести модные и современные кроссоверы, а также обращая внимание на соотношение цены и качества. АвтоВАЗ был в пролете. Менеджеры в автосалонах занимали уверенную позицию. Выбирать особо было не из чего, и даже машины с заметными недочетами раскупались на фоне дефицита. Многие россияне тогда считали покупку автомобиля, пусть даже китайского производства, удачным способом сохранить свои накопления. В течение года находились покупатели даже на модели малораскрученных марок, причем продавались машины, едва получившие одобрение типа транспортного средства. Но уже с начала этого года ситуация начала кардинально меняться. Друзья, для тех, кто планирует покупку автомобиля, хотел вам порекомендовать рассмотреть покупку под заказ из Японии, Кореи или Китая. Сегодня это как никогда выгодно, ведь вы не платите коммерческий утиль-сбор, накрутки продавцов, по сути привозите себе авто по себестоимости. Выгода сегодня до 40% с рынком РФ. К тому же в странах Азии нет скрученных пробегов, у них хорошее, а самое главное прозрачное техническое состояние автомобилей. Если хотите приобрести авто выгодно, в этом вам поможет АвтоАзия. Ребята работают давно, честно и качественно. Выполняют полный спектр услуг от подбора авто за границей до растамаживания и отправки к вам в город. Проведут всю процедуру под ключ. Они ведут свой YouTube канал, где освещают всю свою работу, также рассказывают все тонкости и подводные камни в этой сфере. Рекомендую подписаться. Также у ребят есть свой сайт, где каждый желающий может абсолютно бесплатно рассчитать любой автомобиль. Ну и собственно телеграм-канал, где ежедневно публикуют покупки клиентов со всей России, также последние новости и цены. АвтоАзия уже больше 6 лет на рынке и заработали твердую репутацию надежного поставщика автомобилей, о чем свидетельствуют сотни отзывов довольных клиентов. За покупкой автомобиля в АвтоАзию по ссылкам в описании, а мы идем дальше. Сегодня автолюбители стали куда более осведомленными. Большинство приходит в салоны с полным пониманием слабых мест той или иной марки, заранее зная, на что нужно обратить внимание. Люди все чаще задают прямые вопросы менеджерам, требуют разъяснений и проверяют машины перед покупкой более тщательно, иногда даже при свидетелях и при присутствии руководства автосалона.
Хотя сотрудники не могут точно знать, какие дефекты могут появляться в конкретной машине, они обязаны сообщить о статистике типичных неисправностей и объяснять покупателям, как будет происходить урегулирование ситуации при обнаружении брака. Согласно российскому закону о защите прав потребителей, покупатель имеет право вернуть автомобиль в течение 2 недель после покупки, если в машине выявлены производственные дефекты. Для этого необходимо как можно быстрее подать заявление, отнести его лично директору салона и при этом отправить копию заказным письмом в головной офис с уведомлением о вручении. Эта процедура может показаться сложной и громоздкой, но затягивать с ней нельзя. Закон четко ограничивает срок в 15 дней. Независимо от того, речь идет о механических поломках или сбоях в электронной начинке. Зачастую дилеры стараются минимизировать последствия, предлагая заменить неисправную деталь без оформления официального заказа наряда. Такие действия мотивируются самыми разными причинами, но юридически покупатель должен требовать документ с отметками и подписью исполнителя. В случае отказа оформить письменный запрос. Даже предоставление подменного автомобиля не снимает с дилера ответственности за устранение неисправностей. Если в течение 45 календарных дней проблема не решается, покупатель имеет полное право на возврат автомобиля без уплаты компенсации за пробег. Дополнительно, если за первый год эксплуатации автомобиль простоял в ремонте суммарно больше месяца, это также является основанием для возврата и возврата средств, а не замены машины. К тому же покупателям стоит обращать внимание на пробег нового автомобиля. Показания одометра невозможно скрыть или сбросить без уголовных последствий, а наличие сотен лишних километров у нового кроссовера может намекнуть на участие машины в тест-драйвах или других неприятных историях. Сегодняшняя повышенная осмотрительность потребителей уже начала менять рынок. Все больше автосалонов отказывается от контрактов с китайскими производителями. Вместо этого они начинают привозить автомобили из других стран, как Мексика и Бразилия, где стандарты производства находятся на уровне европейских. Таким образом, рынок постепенно отказывается от сомнительного качества и делают выбор в пользу надежности и прозрачности. Напишите в комментариях, как вам качество китайских автомобилей. Ну и обещанная мною шутка из резюме. Начал проявлять повышенную жизненную активность еще на уровне сперматозоида. А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.